Включим свет. Как у нас принято здороваться в этот вечер? Святвечер. Христос народжується. Славімо Його. Славімо Творця. Поклонимся единому Богу, Творцу неба и земли. Когда я шла однажды на поле, вывозила листья, я услышала Бога, Он мне проговорил о том, что Он Всевышний. Он мне показал свою славу и величие. Он мне показал, что Он Творец. Сегодня 3 месяца, как не стало моей мамы, и Господь говорит мне о воскрешении мертвых. Говорит красиво, просто великолепно. Сначала я посмотрела о воспоминаниях женщины, которая потеряла мужа во время трагедии на Титанике. Потом я в очереди увидела видео о том, как Владимира Ильича защищают. Кто-то еще защищает Владимира Ильича Ленина. Но сегодня за столом у меня собрались мои родные на голодную кутю. И так хулили Ленина некоторые, так обзывали, такой ненавистью говорили. Я пыталась что-то доказать, но это было бесполезно. Просто, Господь сразу дал нормальное видео, нормальных людей, которые абсолютно здраво оценивают историю. Понимаете, кого-то можно любить, прощать им все, а кого-то можно ненавидеть только потому, что он что-то не так сделал, как должны делать праведники. Не люблю необъективных людей. Что я узнала нового? Я узнала новое. Почему решили Ленина сохранить? Они же могли его предать земле. Но это же было в то время очень модно. Как раз Картер в Египте проводил раскопки. Нашли они там мумии фараонов, знали о бальзамировании. Эта наука развивалась. И Ленина окружали люди, которые этим интересовались очень серьезно. Бонч Бруневич и кто еще там. И получается, что, значит, Богу надо было, чтобы Ленин остался. Да? Почему так угодно было Богу? Почему так угодно было Богу, чтобы Ленин был забальзамирован и не предан земле? Почему? А я все одно, я воскрешение мертвых. Что я хочу сказать? Бог уважает людей, которые ищут. Он не любит, когда люди ленятся. И особенно он не любит, когда люди ленятся быть адвокатами Бога. Не буду там говорить громких слов, но логика подсказывает, что если вы верующие, говорите о Боге, но не слушаете каких-то аргументов,
от неверующих, то вы их не любите, этих неверующих. Вы поставили на них жирный крест. Вы хотите, чтобы они погибли. Потому что если бы вы любили их, вы бы могли прислушаться и найти у Бога ответы, чтобы им объяснить, почему на данный момент так развивается ситуация. Мне очень нравится в 1 главе Луки вот такие 4 стиха первых. Как уже многие начали составлять повествование о совершенно известных между нами событиях, как предали нам то бывшие с самого начала очевидцами и служителями слова, то рассудилось и мне по тщательному исследованию всего сначала по порядку описать тебе, достопочтенный Феофил, чтобы ты узнал твердое основание того учения, в котором был наставлен. Я бы выделила интонации твердое основание того учения. Можно сказать твердое основание. Может, твердое основание. Но самое главное все-таки, которым был наставлен. Это как пророчество на последние времена. Да, верующие, да, вы любите Бога. Вас коснулся Господь. Он привел вас к себе. Вы изучаете Библию. Вы наставлены в многом. Но вы чего-то еще не знаете. У вас нету твердого основания. И вот сегодня я получаю это твердое основание. Ну, так мозги мои устроены. Я люблю анализировать. Я люблю немножечко сложные вещи читать, чтобы, так сказать, быть в курсе всех событий. Ну, что такое космизм? Ну, мне открылся русский космизм. Пусть будет русский космизм. Потому что русские ждут некоторые царя грядущие. Вот. Поможем им найти царя. Вот. Так что же было в начале 20 века? В начале 20 века развивалась теория космизма, так она называется. Кто автор этой теории? Автор теории этой Федоров. Федоров, который решил, что если есть понятие воскрешения мертвых в христианстве, то, скорее всего, так и будет развиваться жизнь во Вселенной. Он на этом обострил свое внимание. Верующие сейчас ждут, они обострили внимание на чем? На вознесении. Вот. Почему верующие не любят жизнь, я не знаю. Почему им не интересно, как вот Федорову была интересна теория воскрешения мертвых. Но она бы объясняла людям, что жизнь на земле верующих. Но они уделяют внимание именно вознесению. Им так легче. Они хотят что-то получить, легкую жизнь. Ну, Бог там обещает, там, приготовит место, там есть такое местописание, я приготовлю вам место, какое-то место. Ну, хорошо. Почему мы ругаемся? Почему мы сейчас ругаемся? Мы братом двоюродным, он Ленина клянет и так далее. Прямо проклинает, но любит это делать. Вот. А я говорю, а если рассуждать, что жизнь на земле, а не где-то там, то, может, Ленин это вообще-то тот, кто Богом как эксперимент был проведен. Ведь Ленин же сказал себе, что он сам не знал, это как так получилось, что эта революция совершилась. Знаете, когда человек сам не знает, как она получилась, вот так, то, может, это, как написано, Бог, кого хочет, того свергает царя, а кого хочет, того возвеличивает. Понимаете? Николая II кто сверг? Ну, я думаю, за грехи, я уже говорила, Бог. Бог поставил кого? Ну, не было никого, правильно? Потому что временное правительство – это не может быть Божьей волей, правильно? Временное правительство – временное правительство. И тут приходит к власти Ленин каким-то таким интересным способом. Потому что все-таки Ленин, ну, это образно, руководителя поставил,
Бог же не может объяснять в Библии, что там царя, а потом царей не будет, он хотя не хотел царей. Ну, долго объяснять. Поэтому мы многие вещи воспринимаем как образы, понимаете? Почему вы думаете, что не Бог поставил Ленина? Пусть он будет неверующий. Но я не скажу, что он такой жесткий атеист был. Такой, знаете, чтобы уже все разрушать. Я такого не замечала в нем. Если он говорит боженька, так извините. Если он искренне верил, что он что Бога нету, я тоже искренне верила, что Бога нету. За что судить человека, если он искренне верит? Если наука так каким-то образом преподнесла? Это не грех. Я уверена, что перед Богом это не грех быть неверующим. Перед Богом грех знать о Боге, что Он есть, который явился, и творить такие беззакония, которые просто соблазняют людей о вере. Вот это грех. Так вернемся к космизму. Федоров развил теорию космизма. Вот, его поддержали многие ученые, и в том числе учитель и ученик Циолковский, значит, который подумал о том, что если люди будут научиться долго жить, воскрешать мертвых, то нам негде будет на Земле поселиться. И надо будет завоевывать Вселенную. И таким образом развилось космическое мышление, космическое сознание, космос. То есть он придумал ракету. Все знают, кто первый придумал ракету, да, кто открыл первую, вторую, третью космическую скорость и так далее, да, Циолковский, правильно? Вот, так я о чем говорю? Я говорю о том, что Циолковский, бедненький, не догадывался, и Федоров тоже, что рождаемость у Бога заканчивается, понимаете? Ну, он нам может готовить в подарок все материальное, но вот души у Бога подсчитаны. Потому что есть реинкарнация, и каждый прожил свою жизнь, создалась атмосфера какая-то своеобразная, которая вот сейчас нас приводит. Хотя люди сейчас злые в последнее время, какие-то такие все эгоисты, на себя так тянут одеяло, но те, кто приближается к Богу, те сопротивляются сатане, понимаете? И спасать свою как-то семью и род свой, понимаете? И воскрешать мертвых будут. Вот такие вот люди. Вот я так думаю. Вот. Так к чему мы пришли, развивая теорию космизма? Мы пришли к тому, что Господь хочет, чтобы человечество осознало то, о чем я уже говорю 7 месяцев. Я не могу об этом говорить с юмором, мне очень сложно об этом говорить с юмором, но попробуем. Ну, попробуем. Потопил Бог первый мир, написано. Остались только 8 праведных душ. Вот, ну, это такой род. Небольшой род, 8 человек. Небольшой род, 8 человек. Да. Вот. Как вы думаете, вот этот род, он уже закреплен? Он будет родом в последнее время? Я думаю, что да. Ну, родные люди, близкие, правда, будет. Вот. Может так быть, что Бог оставит 8 человек душ для вечности? Может, почему нет? А может больше, а может больше. Может 144 тысячи, как некоторые проповедовали, что спасутся только 144 тысячи избранных, все остальные погибнут. Было такое учение? Было. Не будем назвать конфессию. Но у Бога намного больше, намного шире план. Что нужно, чтобы спастись? Послушай. Послушай. И вот эта теория космизма, которая существует уже давно, помогает Богу, конечно. Наука помогает Богу. Только наука может помочь Богу.
Только ученые могут помочь познать, если изучать историю. Только ученые были мудры и храбры в своей правде. Только ученые, которые аналитически мыслили, делали выводы, они могли отдать жизнь за правду, не отречься. Да? Если человек глупый, он что-то услышал, но он не удерживает эту истину, он сомневается в ней, ну, может, я не прав, знаете, и передает истину. А только мудрые люди могли закрепиться и уверены быть, что все-таки Земля круглая, уверены быть в том, что Земля обращается вокруг Солнца и так далее. И гореть на кострах, не боясь, не отрекаясь, понимаете, за истину. Ну, вот так надо все-таки немножечко. Никто не мешает людям учиться, никто. Никто не мешает отказаться от многих искушений и продолжать развивать свои знания. Вот. Поэтому я говорю о воскрешении мертвых. И говорю о том, что я нуждаюсь в людях, которые бы осознали, что вечность будет сложной для восприятия на Земле. Ищите. Будьте благословенны.